Всем любителям творчества привет! С вами я, Ксения Назарова. Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня предлагаю нам с вами сделать прекрасные и жизнерадостные яркие цветочки, бархатцы из атласных лент желтого цвета. Эти цветы завсегдатаи городских клумб встречаются у нас на даче. А сейчас, в такие хмурые осенние дни, они напомнят нам с вами о теплом и солнечном лете. Давайте начнем наш видеоурок. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И пишите в комментариях, похожи ли мои цветочки на цветы бархатцев. Итак, друзья, для того, чтобы сделать вот такой прекрасный цветок желтого бархатца, нам нужно два вида лент атласных желтого цвета. Атласная лента шириной 4 сантиметра и атласная лента шириной 2,5 сантиметра. Необходимо сделать два вида лепесточков. Вот такой и вот такой кружочек из ленты 4 сантиметра. Сейчас покажу, как это сделать. Я заготовила заранее отрезочек длиной 7 сантиметров из ленты шириной 2,5 сантиметра. Закругляем при помощи ножниц наши острые краешки, формируя лепесток. С одной и с другой стороны. Помимо лент для работы нам понадобится кружок из фетра желтого цвета для основы нашего цветочка, иголочка с ниткой, термоклей, обязательно зажигалка, линейка, ножницы и основа, к которой вы будете крепить цветок. Это может быть брошь, может быть заколочка или бесшовная резиночка, как в моем случае. Итак, мы подрезали наши отрезочки и теперь, разогревая огнем, быстренько пальчиками делаем волнистый край для нашего лепесточка с одной и с другой стороны. Промежуточный этап наших лепесточков вот такой. Тем временем у меня разогрет термоклей, и нам нужно привести вот лепесточек в такое свернутое состояние. Для этого я намечу серединку вдоль длины нашего отрезочка и нанесу небольшую полоску клея, того, чтобы свернуть наш лепесточек. Один край к серединке и второй край тоже к серединке. Получается вот такая заготовочка. Таких заготовок, таких лепесточков нам понадобится 22-24 лепестка. Будем клеить их в два ряда. Опять же, намечаю серединку на нашу тоненькую полосочку клея, чтобы прихватить. Краешки заворачиваю к серединке и получаю вот такой вот необычную заготовочку. Здесь у меня уже подготовлены лепестки. Заворачиваю я лепесточки блестящим атласной стороной вовнутрь, потому что мы будем клеить их вот таким образом, чтобы красивая атласная сторона была на виду.
Второй вид лепесточков, которыми мы будем заполнять серединку нашего бархатца, это вот такой кружок из ленты шириной 4 сантиметра. Для этого я отрезаю квадрат 4 на 4. Также скругляю наш квадрат до круга с помощью ножниц. И поступаю аналогично, как и с предыдущими лепесточками. Разогреваю огнем зажигалки и делаю волнистый край. Вот что должно у нас получиться. И теперь тоже при помощи клея, термоклея, сделаем вот такие вот кучерявые лепесточки для серединки. Таких лепесточков нужно примерно где-то 5-6 штук, чтобы заполнить серединку. Тут я сверну матовой стороной вовнутрь. Сначала один раз напополам кружочек, и затем второй раз тоже напополам. Еще раз напополам. Можно завернуть по кругу, если вы хотите более ажурную серединку. Итак, все части нашего цветочка у нас готовы. Теперь возьмем кружок из фетра, диаметр моей основы 2,5 сантиметра, и приступим к самой ответственной части нашей работы. Это наклеить первых 2 ряда лепесточков, самую ажурную вот эту часть, объемную. По какому принципу мы будем клеить? Таким вот образом сразу у нас будет лепесточек и сверху, и снизу, и клеить мы будем вот таким вот образом по часовой стрелке, получая такую ромашечку. Первый ряд и второй ряд. Тоже на капельку клея. Клею первый лепесток ровно посерединке. Второй лепесточек через серединку с небольшим смещением. Вот таким вот образом. Третий лепесток.
Заполняем пространство. В идеале должен получиться хороший ровный круг. И второй ряд точно так же. Клею второй ряд, наношу на серединку лепестка. Такая ромашка у нас получилась. И теперь заполним серединку нашими конвертиками маленькими. Буду клеить вот таким вот образом по кругу наши секторы, формируя также кучерявую серединку у нашего бархатца. И чтобы заполнить серединку, как раз вот один или два еще сегмента сделаю. Соединила 3 сектора, пусть будет у меня плотная ажурная серединка, и теперь буду вклеивать ее в центр цветочка. Вот что у нас получается. Ждем, пока подсохнет клей. И можно заняться креплением. Да? Что это может быть? Это может быть брошка, заколка. Ну, в данном случае у меня будет резиночка, хвостики и косички. Я взяла бесшовную резинку и кружевной элемент. Они продаются в тесьме метражом. Я отрезала цветочек один и просто пришила иголкой с ниткой
нашу резиночку к основе. И теперь на термоклей нанесу, присоединю к основе наш цветочек. Берегите пальчики при работе с клеем, чтобы не обжечься. Пара наших жизнерадостных, ярких, как жаркое летнее солнце бархатцев готова. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь рецептом цветочков в соцсетях со своими друзьями, рукодельницами, рукодельниками. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пока-пока.